Здорово! Серая, он уже тут. А? Ой, приветик. Рыжая, подкинь дров. Ну, садись, не стесняйся. Ну, раз все в сборе, пора начинать. Ага, сейчас только валерьянкой закинусь. О нет! Черный. Все, погнали. Все началось в конце 40-х годов. Советские ученые придумали стимулятор, который в теории не даст человеку уснуть долгое время. Решили все проверять на заключенных. И взамен за участие в эксперименте им пообещали свободу. Желающих было вдоволь, но подходящих нашлось лишь 5 человек. Первые 3 дня в камере было все хорошо. На 4-й день испытуемые стали изрядно нервные. На 5-й день еще хуже. Они стали разговаривать сами с собой. На 11-й день их не было. В камере не было никого не видно. В микрофоне была тоже тишина. На 15-й день ученые все же решили проверить, что там происходит с заключенными. И сразу же на пороге они увидели растерзанное тело одного из испытуемых. Остальные были тоже изрядно покалечены. И почти сразу же они заметили, что они едят свои же органы. В результате этого погиб еще один из испытуемых. Через некоторое время товарищ Сталин приказал им вернуть газ. Офигенный план, надежно как швейцарские часы. Когда их снова накачали газом, у них случилась сумасшедшая работа мозга, и предпоследний участник погиб. Последний же умер из-за того, что у доктора сдали нервы, и он его пристрелил. Коротко о медицине времен СССР. Что ж, я закончил. Рыжая, так что ты там хотела рассказать? Бррр, страшненько, но я не испугалась. Я тоже. Я старался. Могли бы хотя бы вид сделать, что вам страшно. Да ну не обижайся. Рыжая, ты какую-то там историю-то подготовила. Давай, говори. Я расскажу про заброшенную психбольницу. Она находится в Манхэттене. Психушку забросили из-за пожара или из-за того, что радиация попала в больницу. Никто не знает, как умер персонал. После чего больница заброшенная была под присмотром. Но также ее было мало что известно про нее сейчас и по жизни. Коротковато, но нормально. Я, кстати, не испугался. Ха! Ну ничего. Ну шо, погнали к моей истории. Как вы поняли, речь в моей истории пойдет о Джеффе. Ну, потому что я обещала. Погнали к истории. Первое упоминание Джеффа опубликовал довольно юный пользователь на неком форуме. Мне приснился страшный сон, и я проснулся посреди ночи. Я увидел, что окно почему-то открылось, хотя я помнил, что закрыл его перед тем, как улечься в постель. Я встал и закрыл его еще раз. Потом я долго ворочался под одеялом, никак не мог уснуть. У меня было странное ощущение, будто за мной кто-то следит. Посмотрел вверх и чуть не выскочил из кровати. Там, в маленьком лучике света, поблескивая в прорези занавесок, находилась пара глаз. Это были необычные глаза, темные и зловещие. Они были окружены чернотой. Это так напугало меня. Ужасная улыбка, от которой у меня мурашки по коже побежали. Он стоял там, в окне, наблюдая за мной, стоял очень долго. А потом сказал мне очень простое слово, совершенно сумасшедшей интонацией. Он сказал: «Засыпай». Я закричал, и он прыгнул в комнату, ко мне. У него был нож, он целился мне в сердце. Прыгнул к изголовью моей кровати, дал ему отпор, пинал его, бил кулаком. Изворачивался, пытаясь отбить его от себя. Потом мой папа вбежал в мою комнату. Мужчина бросил в него нож. Он нашел папе в плечо. Этот тип убил бы его, если бы соседи не вызвали полицию. Полицейские подъехали к дому, бежали через дверь. Как повернулся и побежал прочь по коридору. Я слышал удар, будто стекло разбили. Только я вышел из своей комнаты, я увидел, что окно, выходящее на задний двор дома, разбито. Выглянул из него и увидел, как тот тип убегает вдаль. Я могу сказать вам лишь одно: я никогда не забуду это лицо. И холодные, злые глаза, и улыбка психически больного никогда не уйдут из моей головы. Что я хочу сказать? Обещание еще не выполнено. Полный ролик по биографии Джеффа убийцы я сделаю с лицом. Что скажете, ребята?
Обещание выполнено. Ну, почти. Мы все трое сказали истории. Наверное, пора на этом заканчивать. Ну что ж. С вами была Рыжая, Черный и Серая. Всем пока! Ах ты! Договорить не дала! Всем пока.